Всем чао, это Джорджо, канал «В погоне за стадио». Первая остановка моего футбольного путешествия по Испании в августе 2024 года – Валенсия. Легендарная Месталья, мощная атмосфера, отличная игра. Если пропустили, обязательно посмотрите. А теперь вторая часть – Эльче и Вильяреал. Два совершенно разных города, но футбол там тоже с характером. Едем дальше. Мы двигаемся из Валенсии в Аликанте, чтобы из Аликанте потом доехать в Эльче. В этот раз с поездом полный порядок, у меня четкий вагон, четкий билет, я пришел на него, сел, и все окей. Я знаю, что сейчас 6:44 утра, поэтому как бы даже есть много свободных мест. Вот, а так все окей. Ну, в Валенсии я толком не видел только Месталью, футбол и все, что с этим связано. Поэтому нужно будет возвращаться нормально в город и гулять, смотреть, потому что замечательности в Валенсии много. До Аликанте добрались вполне себе спокойно. В поезде было прохладно. Все было хорошо, поделал контент. Мне все понравилось. Опоздали там на типа 7 минут, но это вообще как бы ничто. В Аликанте есть одна такая улица, Кале Сан-Франческо. Она знаменита тем, что здесь есть такие грибы. Вы можете подумать, что это якобы, там, я не знаю, мухоморы любят это ДТП, но на самом деле нет. История довольно интересная. Здесь примерно 13 лет назад процветала проституция, продавали наркотики. Ну, короче, вот все плохое, что было в городе, вот было вот здесь. И в 2013 году мэр города выделили, администрация города выделила 60 тысяч евро. И вот здесь вот теперь такие прикольные грибы, которые привлекают внимание. Вот такие улитки или что-то там, слизни, я не знаю. Такой вот забавный асфальт, зелено-желтый. И удалось победить. Теперь здесь модные кафе, разные кухни мира, итальянские в том числе, испанские, вообще разные. Вот, и вот таким вот интересным способом победили, вроде бы как написано во всех случаях в сети. Ну и здесь выглядит довольно все интересно, спокойно. Победили преступность. Я пока иду от автовокзала к апартаментам, я пока себя поймал на мысли, что как-то все очень просто. Да, понятно, что я там посидел 1,5 часа в поезде из Барселоны в Валенсию. Но это как бы нюанс жизни, давайте так откровенно говоря, да? То есть это, это несерьезно. А так все очень простенько пока. То есть все ездит. Вот я в Эльче уже как бы, это маленький город. И здесь все нормально. В воскресенье. И все хорошо. Я вижу, что как бы, все окей. Люди работают, несмотря на то, что праздники и так далее. Все окей. Фаншоп Эльче. Первое воскресенье он работает. Большой плюс. В Италии некоторые фаншопы клубов серии B могут не работать в это время, к сожалению. Форма. Nike. Логотип прорезиненный. Красивая, это вторая форма, я так понимаю. Тут первая. Тут кому что больше нравится на самом деле. Мне, в принципе, и другая нравится, но потому что логотип красно-синий, вторая форма с красным логотипом смотрится интереснее. Мое мнение. Здесь еще черная есть. Черная всегда выигрышная. Фаншоп не особо большой, но хорошо оборудован. Все есть. Вот здесь такая футболка Nike вот это очень здорово, на самом деле, зелено. Это контур логотипа Эльче. Такая классная футболка. Так. Ценник у нас... Ценника почему-то нет, не знаю почему. Футболка классная, реально. Вот если бы я хотел себе что-нибудь, я бы взял, наверное, что-то такое, чтобы было видно, что я из Эльче. Это мое предпочтение, но не прям бросаться в глаза. Здесь то же самое толстовочка. Nike. Все хорошего качества, как бы очевидно. Вот цены. Я так понимаю, что t-shirt Spring это 35 евро стоит. Нормально, ладно. Вот здесь есть такие модельки, как и в Валенсии. Модельки, формы 2005 год, например, 2006. Она стоит 25 евро.
Мне в Валенсии такая штука понравилась, она там в несколько другом формате выполнена. Для того, чтобы поставить себе на стол, образно говоря, в офисе или там дома, это вообще прекрасная история. Так, тут у нас мячи, шарфы, есть розовый цвет, ну, так понимаю, для женской аудитории всякая сейчас для детей. Вымпел есть, воротничок, рюкзак, сумка и так далее. Еще футболки, поло. Все, кстати, хорошего качества реально. Ну, Nike все-таки, да, как бы. Было бы странно, если было бы не очень. 6 года сегодня матч. Меньше, чем через 3 часа. Еще мячи. Шарфы. А там вот есть соска. Кеда можно взять. В цветах клуба. Ну так, не говорю, небольшой, но при этом очень даже качественный фаншоп для секунды, для клуба второй лиги. На стадионе Эльче есть ресторан-бар. Есть такой вот формат. Перед матчем сейчас 5 часов, матч 19:30, то есть 2,5 часа до матча. И вот здесь футбол люди смотрят уже. Вот здесь такая обстановка. Пока не очень многолюдно, но прям, ну, это класс, здорово. Слушайте, это немного где встреч, учитывая, что стадион еще находится совсем не в центре города. И стадион Мануэль Мартинес Валера, открыт в 1976 году, вмещает 33 732 зрителя. И реконструкция. Я показывал в своем телеграм-канале, какая здесь будет реконструкция. Будет, если все сделают, как нарисовали, будет вообще мега круто, потому что вот эту внешнюю часть они наконец-то оборудуют, она будет не такой никакой. Давайте так, да, скажем. Вот она будет прям реально толковый, не вот это обшарпанный стадион написано, здесь будет прям супер современно. Вот, так что, ну, так смотрится, ну, понятно, что смотрится как доисторический, ну, и доисторический, ну, так себе. Вот, ну, как бы нормально, ладно. Для второй лиги давайте с Палермо сравним, примерно плюс-минус такой же размер. Да, конечно, команда исторически не такое значение имеет, но тоже юг, ближе к югу страны. Тоже большой стадион относительно, там больше 30 тысяч, вот, и тоже он в таком вот, ну, не самым лучшим, но и не развалится. В Палермо, напомню, вода из щелей била. Здесь посмотрим, будет ли что-нибудь без щелей. Мне, кстати, нравится, опять же, что испанцам, как и болгарам, да, поскольку я был недавно в Болгарии, тоже особо пофигу. Вот сегодня день матча, это как бы ничего не перекрыто, нет 150 заборов. Ну вот, как бы снимать не хочу. Молодцы, и чё, реально, почему нет. Не, ну такого, конечно, видно, честно, что он уставший, понятно. То есть не будем, давайте там ничего приукрашивать. Вот. Ну, как бы стадион, как стадион, стоит хорошо, 33 тысячи, и реконструкция план есть. При этом команда второй лиги, не первой. Так что все нормально, все вполне хорошо. Вот здесь еще есть специальная парковка для велосипедов. Вот там еще дальше есть специальная парковка для мопедов. Молодцы, здорово, класс. Вот самый прикол, что люди уже собираются за 2 часа до матча, и здесь можно спокойно пройти, никаких ограничений. Сел, можешь попить пиво, кофе, воды, поесть, ну и так далее. Короче, прямо на стадионе. Вот это прям кайф, согласитесь. Ну, 1,5 часа до матча Эльче против Уэски, а мы вот здесь около стадиона смотрим футбол. Хихон играет против Леванта в Ла Лиге. Еще один бар, с другой стороны уже стадион. Люди тоже разогреваются. А я так предполагаю, что, как и на Валенсии, скорее всего, пиво наливают исключительно за пределами стадиона. Ну, точнее, около стадиона, но не в чаше. Интересно, почему так? Что объединяет Италию, Болгарию и Испанию на футболе? Нельзя проносить селфи-палку. Опять.
Они даже показали, что я могу ее раскрыть, кого-нибудь ударить. Ну, это при вот всех этих камерах и всего это, конечно, бред сумасшедшего абсолютно. При входе всем раздали вот такие вот кепки Ла Лига. Ну, а вот, собственно, стадион уже, стадион Эльче. Большая арена, ну, как бы 33 тысячи зрителей. Реально напоминает мне очень Палермо, но лучше. Лучше, чем у Палермо, потому что как минимум нет вот этих щитов оградительных внизу. Ну и как-то она просто смотрится, во всяком случае, внутри, более свежие стулья. Такое первое впечатление. Нет... Чего нет? Нет козырька. Вот. Козырька, конечно, здесь супер не хватает, потому что солнце палит, будь здоров. И многие люди просто ждут около трибун, чтобы зайти уже, видимо, к началу матча. Я думаю, что к началу матча солнце будет точно так же палить. У меня багет с чоризо и кола за все вместе за 7 евро. Вот, вкусненько. Но прикол с пивом, что вокруг продается алкогольное, а в чаше реально не продается алкогольное, что на Валенсии, что в Эльче. Я не понимаю, реально. Ну и вот так вот выглядит район, пустыня вокруг стадиона. Ну, находится на окраине, как я и сказал. Я теперь понял, почему билеты на ту трибуну стоили дешевле. Потому что они в тени. Ну вот так. Жарко, да, откровенно говоря, жарко. Вчера, когда в Валенсии мы были, матч начинался в 21:30. Валенсия, Барселона, но невозможно поставить всех в 21:30, видимо. А так, я думаю, они с удовольствием тоже сыграли бы в это время. Команда вышла на разминку. Так, ее жиденько встретили. Ну и поле, ну это... Я не знаю, что сказать. Кстати, сидушки продают. 1 евро стоит. Так, игра началась. Эльче Уэска. Вот табло классное. Что с одной стороны, они одинаковые. Что с другой. Начали петь. Я не понял где, но где-то еще на той трибуне есть барабан. И они то ли поочередно, потому что сейчас другая трибуна ничего не поет, не заряжает. Видимо, поочередно у них активность. Интересно. Как мы видим, только наш ярус вверх не продали. Остальные только 3 нижние яруса. Солнце садится уже, поэтому стало попроще, гораздо проще на самом деле, нежели с солнцем. Сразу становится более-менее прохладно, особенно здесь наверху ветер дует здорово. Впечатления такие, знаете, второй там сейчас только начался, впечатления такие очень, ну, так, не самый интересный стадион, не самые интересные команды, давайте так. То есть стадионы, команды, вот такие средненькие. Завтра Вильярреал Атлетико, вчера были Валенсия с Барселоной, поэтому как бы нельзя было не использовать такую возможность для себя, да, поехать и еще что-то посмотреть. Но я бы, если вы случайно здесь не оказались, город такой, ну, неплохой, прикольный, но если вы случайно здесь не оказались целенаправленно, я бы, конечно, не советовал ехать, только для таких гиков, как я. Игра так себе, а вот закат в прямом смысле огненный. Красотища. Здесь лестница. И вот такая вот защита, чтобы никто не залез. Да, это, конечно, безопасно выглядит. Тут кто-то билет оставил лежать. Вот совсем скудно, ни логотипа клуба,
ни нарисованного стадиона, ни мяча, ну вообще ничего. Прям даже цветов клубных нет, ничего. Уэска-то забила на 87-й. Сколько? Не, ну здорово, молодцы, разыграли. Стандарт, головой воткнули. Селфи-палку я нашел, там же, где ее положил при заходе на стадион, за мусорным баком, была чуть в грязи, но как бы это ладно, не страшно, по-моему. Если вам не нужно в Эльче, вы в Эльче не приедете на футбол, ну потому что это средняя команда, средний стадион, неплохой стадион, здесь все удобно, но средний. Вот, вы сегодня не приедете просто потому что, ну, это секунда, как бы, вот, собственно, и все. При этом никаких претензий, все удобно, все классно, здорово и так далее. Просто не очень интересно. Сам футбол не очень интересный и так далее. Что могу сказать? Завтра мы идем на Атлетико. В гостях играет Вильярреаль с Вильярреалом. Мы идем на Желтую Субмарину. Мы идем на Керамику, уже реконструированную. Так что завтра 100% будет интересно. Собственно, погнали!